Наша научная школа, ну не только, наверное, наша, я думаю, что к ней присоединятся многие и учителя, и педагоги, и ученые, но она исходит из того, что каждый человек, каждый ученик уникален. То есть, в общем-то, двух похожих даже нет людей, несмотря на то, что между ними есть какая-то общность. Далее. У каждого человека есть, как у семени растения, свой потенциал, образовательный потенциал. То есть потенциал как возможность реализации человека в будущем. И, естественно, если он этот потенциал реализует с помощью педагогов, с помощью школы, то у него возникает траектория этой реализации. Вообще говоря, когда мы используем понятие траектории, оно ограничено с точки зрения математики. То есть траектория – это след от движения, линия. Да? Все-таки в педагогике там не совсем может быть линии. И если взять, например, образовательные области различные, то, наверное, в каждой из них, у каждого человека, у каждого ученика своя траектория. Да? То есть я бы не сказал, что траектория – это вот одна какая-то, да, у человека, и больше нету. Нет, у него может быть их много, может быть их десятки. Но для того, чтобы хотя бы понимать, что эти траектории есть, надо их выделить хотя бы одну. Вот выделим одну, на ней проверим, а потом посмотрим, как это все происходит на второй траектории, на третьей, на четвертой, какая связка между ними происходит и так далее. То есть в идеале, если продолжать применять математические понятия, вот этих вот, нужно вводить понятие линий движения, нескольких траекторий, да, может быть там траектории уже будут сферами и так далее. То есть в любом случае эти понятия геометрические нам что помогают? Помогают понять, что есть индивидуальное движение у каждого в своем направлении. И можно их там цветами даже вот определять, как на картинке и так далее. Но они разные, поскольку человек уникален. Так вот, у нас стоит задача, и одна из самых таких важных задач, как проблема она стоит, это одновременность реализации персональных моделей образования. Вот так по-научному мы ее сформулировали. Вопрос, как одновременно дать реализовать персональную модель образования каждому ученику. Ну, во-первых, эта модель должна быть, это персональная, да? А во-вторых, она должна быть реализована. А в-третьих, это должно происходить одновременно для всех детей. Вот в этой задаче, таким образом, три части. Три чисто педагогических задачи, которые мы должны решить. Как на уровне учителя, на уровне там, ученого, методиста, руководителя образовательного учреждения. Если мы вот такую задачу закладываем в концепцию учебного предмета, миссию школы, то, вообще говоря, это очень серьезная задача. Она сильно отличается от каких-то там, ну, таких, знаете, цифровой какой-нибудь экономики или там цифрового обучения, чего-то такого псевдомодного. Вот попробуйте такую задачу, если она близка будет вам, вашим учителям, ученикам, родителям, детям она всегда близка. Но если эта школа готова эту задачу поставить в число главных приоритетов, то вот будет меняться просто все, образование должно меняться. Понимаете? И тогда мы его можем изменить так, что действительно каждый ученик этой школы будет персонально иметь персональную модель образования, эта модель будет реализовываться в реальности, и все это будет происходить значит, одновременно для всех детей во всех классах. Это достижимо. По крайней мере, например, это достижимо в модели школы самореализации, которую мы разработали, и, в общем-то, она реализовывается в той или иной степени в реальных практических школах. Я бы хотел дать определение, ввести, ну, по крайней мере, такое базовое определение, чтобы мы к нему относились. Что я предлагаю понимать под индивидуальной образовательной траекторией в педагогике, да, в обучении. Это персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в его образовании. То есть
персональный путь, то есть это значит именно путь того ученика. Дальше, личностный потенциал, имеется в виду его способности, его возможности, его особенности этого человека, этого ученика. Да? Вот у него есть потенциал, как у семени растения, и индивидуальная траектория – это понятие, которое позволяет нам переводить его потенциальное в реальное. И индивидуальная траектория – это как раз вспомогательное понятие, которое помогает решению главной задачи образования, на наш взгляд. Мы считаем образование – это есть самореализация человека. Цель образования – это самореализация. В старых советских учебниках, да и в некоторых сегодняшних, цель образования звучит по-другому часто. Ну, например, как передача опыта поколений из предшествующих к последующим. Да? Вот многие педагоги и учителя так и сейчас считают, что главное это вот передать достояние человечества следующим поколениям. Мы считаем, надо по-другому делать, хотя не отрицаем необходимости связи с исторической. Наша задача это образование, это дать реализоваться тому потенциалу, который есть в каждом человеке. А в нем есть и частично миссия, которая заложена во всем человечестве. Но через человека это мы делаем, а не через какой-то вот отбор специальных там исторических достижений. Итак, вот такое понятие. Вот пишет Сеник Оксана, что эту модель еще надо грамотно разработать. Конечно, да, Оксана. Эта модель отчасти разработана, есть даже, может быть, варианты разработки, но они не окончательные. Но в то же время существует уже опыт работы даже по этим моделям. В то же время она нуждается в развитии, конечно, я с вами согласен. Так вот, если мы такое определение индивидуальной траектории берем, принимаем, тогда у нас право ученика детализируется уже в чем? Ну, хотя бы вот несколько таких реперных позиций я назову сейчас. Во-первых, это его индивидуальные цели в каждом курсе, теме и даже уроке. Как это делать? Есть техники, есть технологии, есть методики. В общем, но не просто. Извиниться, если учитель привык, как говорится, работать по сторонней программе, да, которая индивидуальные цели никак не учитывает, да, то ему будет это сложно, наверное, особенно сначала. Но понемногу можно такие вещи делать и хотя бы иногда предлагать детям ставить, формулировать свои цели, пусть даже на небольшой участок времени, пусть даже всего на 5 минут. То есть вот дать на 5 минут сформулировать свою цель, а следующие 5 минут ее достичь. Можно же это сделать? Можно. Средств для этого мы всегда найдем на своем уроке, на любом, допустим, на рисовании, на художественных предметах, да не обязательно. И на математике можно предложить поставить цель по отношению к какому-то объекту, например, к числу. Вот сказать, сейчас мы будем с вами, если младшие классы, математика, будем изучать число там 3. Вот что вы хотите, какую цель поставить по отношению к этому числу? Скажите. Они могут сначала сказать, кто-то устно, кто-то письменно может это провести такое занятие, такое дело. И тогда дети уже ставят цели как результат. Что я хочу? Я хочу там, с ним подружиться, я хочу его оживить, придумать о нем сказку и так далее. То есть первые попытки постановки целей очень важны и нужны для чего? Для их анализа, посмотреть, учителю всегда есть возможность, как они ставятся, эти цели, что в них закладывается ребенком тем или иным. Да? То есть можно отслеживать и каждого персонально, и всех вместе. Можно двигаться в этом направлении в способности целеполагания, в компетенции целеполагания. Да? То есть если мы будем это делать постепенно, ну, естественно, индивидуальные цели будут достигаться и решаться постепенно. Формы и методы достижения этих целей могут быть различные. Ребенок может по личной трактовке фундаментальных понятий. Вот, например, я провожу занятия, скажем,
метапредметное занятие, у меня это реальный такой урок проводил, движение. Значит, движение как метапредметное понятие. Значит, там целый урок ему посвящен, даже больше урока, и на одном из них детям надо было сформулировать, что такое движение. Вот. Но детки, с которыми уже мы работаем, они месяца через 3 уже перестают искать ответы где-то еще, там в учебнике или там в интернете. Они обычно к себя залезают в свою голову и пытаются сформулировать сами. Им это нравится больше, кстати, чем найти где-то и переписать. Вот. Поэтому проблема вот этого плагиата как бы снимается, если мы берем концепцию именно самореализации человека. Просто незачем списывать, если тебе интереснее родить собственную растение, собственную ветку, собственный продукт, чем чужой какой-то там сорвать букет и поставить на свой стол. Поэтому ученику нравится себя реализовывать. Это точно, совершенно. И проблем мотивации нету вообще. То есть вот в наших как бы концепциях, в наших методиках, если они работают более, как говорится, менее полноценно, то они решают проблему мотивации. Дети действительно хотят учиться, они хотят себя реализовывать. Так вот, ребенок каждый может и обязательно это нужно делать, давать личные трактовки фундаментальных понятий. Потому что всех понятий, наверное, сложно дать, но хотя бы фундаментальных, каковым является понятие движения, да, можно дать. И девочка, допустим, 3-го класса, вот в нашей, по крайней мере, школе, создает формулировки того же самого движения, я помню, сопоставимые с культурными аналогами. То есть теми, которые даже великие ученые, так скажем, давали этому, или в словарях написано это понятие, да, определение. Так вот, девочка 3-го класса способна на то, чтобы создать формулировку, дефиницию не хуже, а иногда и более или лучше, чем культурные аналоги исторические. Вот. Я могу назвать, например, такое определение, которое вот, она придумала. Это движение, это продолжение начатого. Вот формулировка одной из девочек, учениц. Вы посмотрите, сами можете Аристотеля, других там ученых, словари, что такое движение. И вы точно увидите, что вот это вот определение девочки, ученицы будет, ну, по крайней мере, на уровне, не превышающий, не хуже, чем это делают великие ученые. Или, допустим, авторы словарей и так далее. Так вот, индивидуальная программа. Если мы хотим траекторию, то, наверное, должно ее быть программирование. Программирование, ну, иногда говорят о маршруте, мы об этом еще скажем, но программа это нечто больше, чем маршрут. Это разработка и целей, и средств, и содержания, и этапов, и системы контроля. То есть вся методика в программе, конечно, должна так или иначе отражаться. И вопрос, как создавать индивидуальную программу, как ее сделать более удобной, технологичной, и кто ее должен создавать, опять-таки, да, то есть мы же, наверное, не дойдем, опять-таки, так вот до всех, один учитель на 350 учеников, он не сделает за них программы, да, кто должен быть автором этой программы, и как она должна быть связана с программой учителя, со стандартами и так далее, это вопросы, они, кстати, у нас есть решение этих вопросов, может быть, не опять-таки не окончательное, но это решение необходимо. Далее. Ну, отбор предметов по выбору это то, что мы, в принципе, достигли, по крайней мере, в нашем образовании отечественном. Сегодня эта возможность есть, как правило, и через систему дополнительного образования в том числе. То есть дети, в принципе, могут отбирать. Я бы здесь отметил бы момент вот принципов этого выбора, да, и что дать на выбор, а что задать как обязательно. Это вот важный вопрос, одна из проблем. Естественно, право говорит о том, об опережении, либо об углублении, об увеличении объема, так скажем, познания, либо изучения чего-либо, да. То есть такая как бы задача, она необходима и возможна для индивидуальных траекторий, которые мы строим вместе с детьми. Ну и, естественно, индивидуальная картина мира, вот это вот та мировоззренческая задача, где
мы должны, как учителя, понимать, вот эти траектории, они рисуются на какой картинке? То есть, что, вообще говоря, находится там на полюсах этой картины мира? Вообще, что это за картина? Она картина какого объема? Это что, город, там, или там двор ребенка, или там страна, или весь мир? То есть люди на самом деле живут разными сферами, да? И вот есть те, кто вот были там гражданин Вселенной Циолковский, да, вот он жил категориями масштабами световых лет. Хотя также ходил по тому же тротуару, как и другие люди, но тем не менее он ощущенчески, индивидуальная картина мира у него была совсем другая, чем, как говорится, у многих его сограждан. Также и дети сидят в классе, они некоторые способны вселенски мыслить, а некоторые вот как бы больше технологичны, допустим, конкретно привязаны к какому-то месту и так далее. Ну, то есть право ученика на это дается. Ну и наша аксиома, которую мы даже в качестве принципа предлагаем, в качестве флага, это то, что любой ученик способен найти, создать или предложить свой вариант решения любой задачи, относящейся к собственному обучению. Ну, я бы дополнил и образованию в целом. То есть, неочевидное утверждение, некоторые считают, что могут сказать, как он может быть способен, как он предложит, чего он придумает, если он никогда это не изучал. Он вообще не педагог, чтобы такие вещи, как говорится, придумать педагогически. Вот мы считаем, пока у нас есть доказательства практически из опыта, что если мы захотим, то любой ученик способен предложить свой вариант решения того, как его обучение может происходить. То есть ему, этому ученику, мы можем доверять. Но ему нужно не только доверять, но еще и помогать эту способность реализовать. То есть ученик, как организатор собственного образования, как некоторая самодвижущаяся сущность, человек, это и есть основа того понимания индивидуальной траектории, которые мы вот в данном случае предлагаем вашему вниманию. То есть это понимание, оно чем выгодно и чем оно эффективнее других? Оно позволяет каждому ученику двигаться самому. И не надо около него сажать тьютера около каждого. У каждого человека есть свой мотор, есть свое движение, есть своя энергия, потенциал, своя миссия, даже образ будущего. И если мы это признаем, то мы просто как педагоги можем помочь этому движению, его организовать, наладить процесс, дать возможность увидеть, поставить цели, осознать результаты и так далее. То есть мы можем сопровождать человека в его образовании. И это, по сути дела, и есть тогда миссия педагога по отношению к обучению, если этот педагог строит свою деятельность на основе концепции индивидуальной образовательной траектории.